Привет всем! В этом видео вы увидите практическое занятие депиляция ног с помощью сахарной пасты. И делать мы будем депиляцию в 3 техниках: бандажной технике, мануальной технике и шпательной технике. Для этого нам понадобится кассета с пастой для бандажной техники, пасты мягкая, средняя по плотности для мануальной и шпательной техник, воскоплав для кассет, воскоплав для банок, бактерицидный тоник, обезжириватель для кожи, тальк, косметическая вода и средство после депиляции мусс гель. Также нам надо будет маска, перчатки, одноразовые салфетки, бандажные полоски и шпатели. Берем кассету с сахарной пастой и ставим ее в воскоплав для кассет. Нагреваем где-то до температуры 38 градусов, чуть больше тела клиента. И будем выполнять с вами бандажную быструю технику Fast Hand. Разогрев кассет идет 15-20 минут. За это время мы можем подготовить кожу для депиляции клиента, либо вы ее ставите заранее. Надеваем с вами перчатки. И обязательно их нужно будет обработать кожным антисептиком, потому что они идут нестерильные. И даже в процессе, если вы меняете перчатки, вам все равно надо будет постоянно их обрабатывать антисептиком. Вот таким образом. Далее мы берем бактерицидный тоник или хлоргексидин, который продается в любой аптеке, и обрабатываем кожу до депиляции. То есть бактерицидный тоник и хлоргексидин, они действуют на кожу как антисептик. Обрабатываем все зоны и приступаем ко второму этапу обезжиривания кожи. Также наносим обезжириватель на салфетку и тщательно обрабатываем кожу. По строению нога делится на 3 части. Это стопа, голень и бедро. Также мы и будем выполнять депиляцию. В таком порядке мы будем делать депиляцию. Сначала голень, колено, потом бедро. На внешней стороне стопы тоже растут волосы. Если это необходимо, то тоже можно убрать. Рост волос также есть и на пальцах. Если необходимо, тоже убираем. Вы уже заметили, что мы перешли к 3-му этапу. Обработали кожу тальком. Берем кассету с сахарной пастой, бандажную полоску и проверяем ее разогрев. Для этого нам надо нанести пасту на бандажную полоску, тем самым оставляя для захвата 1-2 сантиметра и прокручиваем ролик. Если вы увидите, что ролик не прокручивается, значит кассета недостаточно нагрелась. Если вы увидите, что паста вытекает, значит кассета очень сильно разогрелась. Наносим пасту против роста волос, начиная снизу вверх, вот таким образом, как бы захватывая волоски наверх, подчесывая их на себя. Делаем небольшие дорожки, берем полоску и прикладываем полоску к сахарной пасте, начиная работу сверху вниз. Делаем хорошие подчесы, немного надо полоску подтянуть на себя. Еще раз подчес. Натягиваем кожу свободной рукой и делаем резкий быстрый рывок параллельно коже. Свободную руку прикладываем к месту срыва. Далее делаем точно так же. Прикладываем полоску. Натягиваем кожу, делаем рывок. Вот смотрите, как на полоске остаются волосы.
Это быстрая бандажная техника, которой лучше прорабатывать ноги, руки. Далее мы сгибаем ногу в колено и прорабатываем эту зону, деля колено на две части, на верхнюю часть и нижнюю часть. И начинаем распределять пасту, также зачесывая волосы наверх. При депиляции очень важна натяжка свободной рукой, для того, чтобы не травмировать кожу, не оставить синяков, кровоподтеков. Поэтому тренируем свободную руку. Упражнения практически у нас есть в теоретическом блоке. Поэтому учитесь делать резкий быстрый рывок с помощью этих упражнений. Развивайте резкость и делайте хорошую натяжку кожи. Ногу мы сгибаем в колено для того, чтобы у нас была дополнительная натяжка кожи. Пасту можно наносить на кожу 2-3 раза, поэтому если вдруг у вас остаются волоски, то вы можете их проработать, доработать. Тем самым вы не травмируете кожу, если вы хорошо ее натягиваете. Остатки пасты мы снимаем также бандажом. Просим клиента повернуться на бок и работаем в той же бандажной технике. Прикладываем полоску, делаем срыв. Очень важен хороший подчес. Если вы не будете делать хороший подчес и прикладывать хорошо полоску к коже, тогда волоски будут не все захватываться, и вам придется наносить пасту еще раз. Далее просим клиента повернуться на живот и поставить пальцы в упор. Создается дополнительная натяжка кожи. И делаем 3 этапа обработки. Наносим бактерицидный тоник, обезжириватель и тальк. Берем уже другую полоску. Полоски мы меняем по забиваемости волосами и пастой. Смотрим здесь рост волос и делаем нанесение пасты против роста волос. В шугаринге очень важно определение роста волос, так как если вы будете наносить пасту по росту, она не будет захватывать волоски. И, соответственно, вам придется много наносить пасты. Да к тому же возможно появление вросших волос. Это очень нежелательно. Если вам нужно удалить волосы полностью на ногах, тогда берите кассету не меньше 150 мг, для того, чтобы вам хватило на обе ноги. Кассеты идут в разной дозировке, 100-150 мг. Кассеты в дозировке 100 мг идут для работы до колена. То есть удаляем волосы с одной и с другой стороны до колена. Далее поднимаемся на заднюю часть бедра. Делаем ту же обработку кожи в 3 этапа. Это нанесение тоника, обезжиривателя и талька. Берем другую полоску, наносим пасту на полоску. Также определяем рост волос. В основном в этой части они растут внутрь. Поэтому мы наносим слева направо, поднимаясь вверх. И удаляем сверху вниз. Делаем хорошие подчесы.
Натягиваем хорошо кожу. Также делая резкий, быстрый рывок. Далее просим клиента перевернуться и прорабатываем переднюю часть бедра. Наносим бактерицидный тоник, обезжириватель тальк. Делаем ту же обработку, как и на всем участке кожи. Хорошо обезжириваем, наносим тальк. Если вдруг у клиента есть родинка, мы ее обходим. Пасту либо воск мы не наносим на родинку. Работаем быстро, делаем резкие рывки, натягивая свободной рукой кожу. И не забывайте прикладывать свободную руку к месту срыва. Это хорошо успокаивает кожу и действует как антистресс. Далее прорабатываем внутреннюю часть бедра вот таким образом. Правая нога у нас уже готова. Также аналогично все делаем на левой ноге. Конечно, можно доработать левую ногу с помощью полосок, но мастер должен владеть разными техниками. Поэтому я сейчас вам покажу мануальную технику. Будем работать мануальной техникой на ногах. Берем мягкую пасту для депиляции, ставим ее в баночный воскоплав и нагреваем где-то до 39 градусов. Выставляем температуру и набираем небольшое количество пасты с помощью шпателя на 2 пальца, указательный и средний. Начинаем с вами наносить на обработанную кожу в 3 этапа. Антисептик, обезжириватель, тальк. И начинаем наносить против роста волос. Нанесение, подчес. Старайтесь делать подчес под углом 90 градусов, чтобы хорошо захватить волоски. Свободной рукой мы натягиваем кожу в месте нанесения и в месте срыва. Поменяли руку, натянули кожу и делаем резкий быстрый рывок по росту волос. Еще раз нанесение. Пасту мы не меняем. Мы ее меняем, когда она забьется, либо станет совсем пластичная, нерабочая. Подчес, срыв. Если у вас длинная дорожка, вы делаете длинную дорожку, тогда вам нужно будет делать несколько срывов. 2 либо 3. Также вы пасту можете нанести с помощью шпателя большими дорожками и поэтапно ее собрать. Паста берется мягкая, разогретая, чтобы было комфортно клиентам, и мы смогли ее собрать. Если она у вас уже набрала хорошую пластичность, слишком растаяла, вы можете ее примиксовать, добавить к ней средней пасты. Пасты все между собой миксуются. Вы добавляете к мягкой пасте более плотную пасту, для того, чтобы вы смогли доработать
те участки, на которых вы уже работаете. Еще раз повторяем с вами: нанесение, подчес, подчес, срыв. Сразу приучайте себя использовать два пальца, указательный и средний, так как мануальной техникой мы в основном работаем на небольших участках. Это зона глубокого бикини и зона подмышечных впадин. Но вдруг случится так, что вы не найдете кассету с сахарной пастой, и нужно будет выходить из положения. Вот тогда нам и нужно знать мануальную технику и шпательную технику. Сахарную пасту мы покупаем в профессиональных магазинах. Сами ее не варим в домашних условиях, потому что вы не добьетесь той плотности, которая вам нужна. Помимо кассет мы приобретаем дополнительно еще 3 плотности в банках. Это мягкая, средняя и плотная. В летнее время можно взять очень плотную пасту. То есть 4 вида. Мягкая, средняя, плотная и очень плотная. При первом нанесении пасты на кожу она имеет желтый цвет, а в последующих нанесениях она набирает пластичность и температуру, и цвет у нее перламутровый. Далее поднимаемся выше на колени и работаем в этой зоне. Очень часто у мастеров, особенно у мастеров-новичков, здесь могут быть залипы. Поэтому работаем быстро. Если образовался залип, то можно его убрать с помощью бандажа. Распределили пасту, теперь собираем ее, делая резкие быстрые рывки. После того, как мы удалили все волосы, нам нужно снять остатки пасты с кожи. Берем косметическое средство после депиляции и хорошо чистой салфеткой протираем кожу. Поднимаемся дальше и обрабатываем колени и бедра. Далее нам надо успокоить кожу, снять раздражение, покраснение. Можно взять мусс, гель, либо сливки. Наносим хорошо и убираем остатки салфеткой. Переворачиваемся, также снимаем остатки пасты косметическим средством и снимаем раздражение, покраснения. Увлажняем кожу гелем, муссом, либо сливками. Ева Ворман, Елена Бернес. Уроки красоты и антистресс. С нами научишься ты всему. Вот смотреть нас надо почему. Хочешь депиляцию всю узнать? Подпишись на канал и будешь изучать. Просто смотри все наши видосы и сразу решишь все свои вопросы. Ева Ворман, Елена Бернес. Ева Ворман, Елена Бернес. Ева Ворман, Елена Бернес. Ева Ворман. Елена Бернес.